Новый китайский император наблюдает за чисткой хазарской мафии, согласно многочисленным источникам. Провал попытки переворота хазарской мафии в Китае означает, что на этот раз корпорация Соединенных Штатов Америки не сможет избежать банкротства. Это связано с тем, что новый император, который является прямым потомком Чингисхана, пришел к власти в Китае, согласно источникам семьи драконов. На сегодняшний день более 1000 высокопоставленных китайских чиновников и 3 поколения членов их семей были казнены за получение взяток от ХМ, сообщают источники. Остальные высокопоставленные чиновники китайского правительства находятся под домашним арестом в ожидании расследования. До сих пор не ясно, был ли председатель КНР Си Цзиньпин заменен аватаром, добавляет источник. Однако у настоящего Си Цзиньпина травма плеча, полученная при покушении в Сингапуре. Поэтому, когда 16 октября будет представлено новое политбюро Китая, следует обратить внимание на то, есть ли у Си такая травма, когда он появляется, говорят они. В любом случае, любой Си, который появится, не будет приспешником КМ, добавляют они. Тот факт, что пропагандистские издания, такие как Нью-Йорк Таймс, сейчас яростно нападают на Си, является еще одним признаком того, что их попытка захватить власть в Китае потерпела неудачу. Источники в польской разведке подтверждают это заявление. Теперь ясно, что военная бригада, вторгшаяся в Пекин, должна была защищать Си и окружать его для защиты. Некоторые члены КПК были арестованы и казнены. Попытку государственного переворота возглавили Ротшильды, Рокфеллеры, Ватикан, BlackRock, Групп и ТС. Устроили, чтобы предотвратить поддержку Китаем Союза. Второй причиной попытки государственного переворота стал захват временной резервной системы, в которую уже перешла половина мировых валют. Тот факт, что ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, чтобы помочь, является еще одним признаком того, что весь незападный мир работает вместе, чтобы перекрыть поставки нефти и газа, а вместе с тем и разрушить американскую корпорацию. Даже фальшивый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вынуждена была признать: понятно, что сегодняшним заявлением ОПЕК+ объединяется. Эти усилия, кажется, работают. Один из основных владельцев американской группы BlackRock International подал заявление о банкротстве, сообщают источники в мексиканской разведке. Те же источники сообщают, что российские, китайские и другие специалисты вторглись в США через Мексику, чтобы помочь спецназу США выследить оставшиеся зацепки и опорные пункты в Северной Америке. Публичным признаком того, что правительство Мексики присоединилось к Альянсу по освобождению планеты, является тот факт, что оно теперь использует российскую систему GLONASS GPS, которую США пытались запретить. Конечно, было бы большой ошибкой недооценивать Источники в ФСБ говорят, что согласно документам Совета Федеральной резервной системы, полученным в период до 2023 года начнется кампания климатической войны, обвиняемой в изменении климата. Ураган Ян Везер Вуфер, обрушившийся на непослушную Флориду, был всего лишь началом, говорят они. Будет использовать климатическое оружие, такое как ураганы, для разрушения домов и разрушения собственности. Это разрушение сделает невозможным погашение кредитов людьми и поэтому будет использоваться в качестве предлога для крупномасштабной экспроприации земли, говорят они. Скорее всего, это произойдет в США, где BlackRock активно покупает, владеет недвижимостью банкротов, добавляют они. Кроме того, источники предупреждают, что пойдет на все, чтобы разжечь ядерную войну и прибегнуть к ядерному случаю. Вот почему фальшивый президент США Джо Байден на прошлой неделе угрожал ядерным Армагеддоном. Источники в польской разведке говорят, что одна из многих причин, по которым отчаянны и опасны, заключается в том, что они проиграли войну. Вот что они говорят руководстве. Не проходит и дня без фильмов, скрывающих их потери. Их первоначальной армии давно нет. Теперь мы уничтожают то, что им досталось от Запада. Они уничтожают без контратак и без потери. Все, что им нужно,
это артиллерия и авиаудары. Поляки также говорят, что их собственное правительство находится на грани краха. Польские власти – идиоты, развязавшие войну, которая будет способствовать распаду. Уже несколько месяцев у польского правительства есть самолеты, готовые эвакуировать все. Правительство в Лондон, где построен жилой комплекс для отставных польских политиков и генералов. Эти источники добавили, что попытка подкупить для проведения антимобилизационных демонстраций не удалась и не встряхнула ситуацию в. Тот факт, что пришлось полагаться на заминированный грузовик, чтобы нанести лишь незначительный ущерб мосту, доказывает, что у них больше нет реальных обычных военных возможностей. Смена режимов идет полным ходом и в других частях Европы. Новое правительство Италии теперь в союзе планетарным освободительным альянсом, поэтому им вернули газ. Смена режима происходит и в Великобритании, о чем свидетельствуют следующие новости. Теперь, когда королева Елизавета II нашла место своего последнего упокоения и операция «Лондонский мост» успешно завершена, планы похорон короля Карла III находятся в стадии реализации, по словам одного эксперта по безопасности. Бывший офицер королевской охраны Саймон Морган сказал, что планы операции «Мост Минай», планирование личных похорон нынешнего короля начнутся завтра. Британскому правительству посоветовали возложить вину за грязное белье королевской семьи, такое как убийство Дианы, на короля Чарльза, а затем начать все сначала при короле Вильгельме V. Следите за британскими таблоидами, чтобы узнать, правда ли это или просто пропаганда. В настоящее время в Германии и Франции проходят массовые демонстрации в ответ на экономический спад, вызванный самоубийственной политикой рабовладельческих правительств. Несколько таких митингов прошли в столице Германии в субботу. Самая крупная из них была организована партией «Альтернатива для Германии» АДГ перед зданием Рейхстага. В своем выступлении Тина Хрупала, сопредседатель АДГ, призвал к отмене санкций и обвинил министра экономики Роберта Хабека в ведении войны против немецкого народа, вызвав энергетический кризис посредством санкций. Тем временем в Бразилии попытка украсть результаты президентских выборов провалилась, вызвав второй тур против сатанинского бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва. Даже опросы в средствах массовой информации, поддерживающих Лулу, показывают, что Болсонару выиграет во втором туре. Это означает признать все мошенничество и ложь профессии. Это повлечет за собой многочисленные судебные иски против университетов, колледжей и центров. Подумайте обо всех рабочих местах и грантах, которые были предоставлены на основании опубликованных документов, которые являются поддельными, ложными, коррумпированными и взяточническими, и все за деньги. Вот что Джейкоб Ротшильд однажды сказал по этому поводу. Все должны быть психологически обучены следовать одним и тем же командам. Универсальные программы не только открывают дверь к поведенческому контролю посредством модификации и усиления. Но что более важно, к нынешним операция психологического контроля поведения является еще более простой. Являются наиболее унифицированным и совместимым психологическим оружием, когда-либо разработанным для управления человеческим поведением. В любом кризисе люди действуют в первую очередь на основе эмоций, а не фактов, критического мышления и здравого смысла. Конечно, многим из этих так называемых экспертов, а также их кукловодам, грозит смертная казнь в грядущих трибуналах по военным преступлениям. Эти трибуналы также разоблачат, как проникло во многие мировые институты, заменив их лидеров самозванцами. Особенно это касается христианства. Кардинал Герхард Мюллер, бывший глава Высшей кафедры Ватикана, присоединился к хору истинных католиков и предупредил, что Папа Франциск возглавляет враждебный захват Церкви Иисуса Христа, отметив, что его пропаганда ничего общего с Иисусом Христом. Что Мюллеру и его коллегам-католикам нужно сделать, так это разоблачить тот факт, что Папа Франциск был убит и заменен имитатором в резиновой маске. Источники в польской разведке говорят, что ключевую роль в проникновении христианства сыграл советский диктатор Иосиф Сталин.
Начиная с 1930-х годов, он водил в священство тысячи мужчин, чтобы разрушить церковь изнутри. Этих людей выбрали потому, что у них не было ни веры, ни морали. Идея заключалась в том, чтобы разрушить вражеское общество изнутри. Иллюминаты равно каббалистический иудаизм, равно масонство, равно коммунизм, равно сатанизм, был вывод. Как мы все уже знаем, христианство стало посмешищем, потому что оно не только отвергло все божественные законы, но и стало выгребной ямой. Комментирует преподобный Энтони Пайк, внук Альберта Пайка, знаменитый и печально известный масон. С христианской точки зрения это действительно должно выглядеть как последнее время. Возможно, именно поэтому проект «Голубой луч» идет полным ходом, чтобы приоткрыть завесу новой эры, говорят источники секретной космической программы.